Шановні друзі рибалки, вітаю вас на нашому канале. В общем, уже достаточно давно есть у нас одна заветная рыболовная мечта, и сейчас я расскажу, как она вообще у нас возникла. Как-то несколько лет назад мы поехали на двухдневную карповую рыбалку. Тогда мы отправились на достаточно большое, крупное карповое озеро. И забегая наперед, скажу, что на той рыбалке мы почти ничего не поймали. 2 дня просидели, получили буквально там 3-4 поклевки и поймали пару мелких карпиков. Но что самое интересное, тогда рядом с нами на соседней вымостке сидел рыбак по соседству, и он получал классные результативные поклевки буквально каждые полчаса. То есть проходит полчаса, у него мощнейшая поклевка, и он достает хорошего такого мощного аппарата. Мы, соответственно, с ним общались, он нам показал, на какие насадки он ловит. Слава богу, в нашем ассортименте есть много различных карповых насадок. Мы, соответственно, поставили такие же насадки, как у него, но все это было безрезультатно. А разница была только лишь в том, что у него с собой был карповый кораблик, который позволял ему завозить оснастку на середину озера в яму. Тогда был очень жаркий день. Ну, вообще, тогда был очень жаркий период, это было лето. И вся рыба отказывалась подходить к берегу, она вся сидела на середине озера, глубоко в яме. Ну, а у нас, соответственно, не было с собой никакого кораблика, мы забрасывали с руки, но с руки мы не добрасывали даже до половины той дистанции, на которой ловил наш сосед. И, кстати, такие же ситуации, ну, похожие ситуации у нас в дальнейшем повторялись уже на других водоемах. И тогда мы приняли твердое решение, что нам нужен карповый кораблик. Соответственно, я начал мониторить в интернете различные сайты, изучать этот вопрос и, как говорится, из крайности в крайность. В наличии есть или дешевые галимые кораблики, которые сделаны из говна и палок, способны они отплыть от берега буквально там на 50-70 метров и взять на борт пару сотен грамм. Такое, соответственно, нам не подходит. Или же был другой вариант, это супер крутые навороченные корабли. Они, конечно же, подходили нам по всем характеристикам, то есть хорошая грузоподъемность, далеко могли отплывать от берега, но стоили они как нормальная лодка с мотором. Поэтому нашу вот такую мечту, вот такую как бы потенциальную покупку мы отложили на долгое время, и вообще даже был такой период, что уже и забыли об этом. И вот недавно я подумал, а что если попробовать собрать хороший качественный корабль своими руками? Во-первых, это будет намного дешевле, чем покупать готовый. Во-вторых, его можно создать с теми характеристиками, которые нужны нам, чтобы там было все необходимое, но при этом не было ничего лишнего. Ну и плюс собрать такой достаточно сложный механизм самому достаточно интересно. Ну, по крайней мере, мне это очень интересно. Вот, я сразу начал изучать различную литературу, там всякую теорию корабля начал читать, разные книжки в интернете понаходил, видео на ютубе начал смотреть. И, в принципе, пришел к выводу, что это сделать вполне реально. На ютубе есть много различных видео на тему карповых кораблей, но как-то все размыто. Кусок информации там, кусок информации там, какая-то информация на одном канале, какую-то нашел на другом канале. И получается, что вроде бы как видео очень много, а информации, как по мне, кажется, недостаточно. Поэтому я принял решение сделать у нас на канале такой целый мини-сериал по созданию хорошего, качественного кораблика для рыбалки с нуля. Как говорится, от А до Я, начиная с приобретения пустого корпуса и заканчивая тестом готовой конструкции на воде. Ну и, конечно же, в конце подробно по всем комплектующим посчитать, что у нас получается в итоге по цене. Для того, чтобы значительно удешевить конструкцию, я буду делать сборку чисто под ручное управление без использования автопилота. Тем более, что при необходимости эту функцию всегда можно будет добавить в будущем. Но при этом я буду использовать исключительно качественные компоненты, то есть никакого дешманского подвального Китая здесь не будет. Для нас самое главное в этом корабле только
одно, чтобы этот кораблик на рыбалке мог доставлять достаточно большие веса на большое расстояние. Это для нас самое главное. И именно этих параметров я буду придерживаться при сборке данного кораблика. Ну вот, например, радиоаппаратура, которую я буду сюда устанавливать, позволит нам запускать этот корабль на дистанцию 500 метров. А учитывая, что на водоемах нет никаких дополнительных радиопомех, каких-нибудь металлических преград, то эта дистанция еще в разы увеличивается. Ну, хотя полкилометра, это, я считаю, огромнейший запас по дистанции, потому как у нас даже нет столько лески на катушке. Просто так говорю для примера, что дистанция у него будет не 70 метров, а будет от полкилометра и выше. Ну, а хорошую грузоподъемность нам обеспечит вот этот вот корпус. Значит, большинство комплектующих, которые я буду использовать для этого кораблика, я заказывал за границей, и, к сожалению, процесс доставки из-за границы это дело не быстрое, придется еще подождать. Вторую серию нашего мини-сериала я как раз таки посвящу всем комплектующим. Когда уже все будет у меня в наличии, все будет на руках, я все это дело соберу вместе и покажу, что я буду использовать для сборки этого кораблика. Ну, а уже в дальнейших сериях, соответственно, буду показывать, как я это буду использовать, как мы это все будем крепить, устанавливать и так далее. Но для того, чтобы эту серию первую не делать как просто какую-то вступительную, я сразу сделаю такой небольшой обзорчик на корпус. Как вы видите, передо мной уже находится корпус. Я его приобрел изначально, чтобы понимать, какие комплектующие под этот корпус мне нужно будет заказывать. Ну, в принципе, как любое изделие, начинается с корпуса. Поэтому первая серия у нас такая двойная. Она у нас как вступительная серия нашего мини-сериала, и также она будет посвящена корпусу. Значит, корпус этот я, конечно же, не сам изготовил. Я нашел в интернете человека, который занимается изготовлением вот таких вот различных корпусов для рыболовных корабликов. Они бывают у него там разных цветов, разных форм, разных модификаций. Плюс там он еще делает различные аксессуары, например, такие как там защита для винта и прочие прибамбасы. Ссылку на этого человека я оставлю в описании под данным видео. Да, в принципе, буду оставлять, наверное, под каждым видео, где будет присутствовать кораблик, чтобы у вас не возникало вопросов, и вы всегда знали, где и что я покупал. Значит, это корпус, ну, у него он называется Atom Maxi, такое вот название. Это достаточно считается крупный габаритный корпус. Его длина 74 сантиметра, ширина 30 сантиметров, ну и высота около 20 сантиметров, по-моему, если я не ошибаюсь, 18 сантиметров высота. Это просто корпус, здесь абсолютно ничего нет. Вот как он вышел из-под станка, вот в таком виде он, в принципе, и находится. Значит, в комплектации здесь есть вот такой вот достаточно вместимый объемный бункер. Сюда спокойно влезет, ну, наверное, килограмм сухой прикормки точно войдет. Ну, я уже не говорю там о каких-то кормушках и о прочих оснастках. Значит, бункер. Затем крышка. Это крышка для обслуживания механизма в самом кораблике. Ну и также, соответственно, через эту крышку достается аккумулятор для того, чтобы его можно было зарядить там или заменить. Здесь еще ничего не прорезано, не просверлено. То есть, как вы видите, вот я снял крышку, а здесь все еще закрыто. Вот здесь надо будет это все дело прорезать самостоятельно, все просверливать. Ну, я чуть позже переставлю камеру поближе и вам покажу, чтобы было все видно. По комплектации, значит, в комплект с этим корпусом идет вот такая вот трубочка 8 мм. Это трубочка, на которой будет фиксироваться бункер, и он будет с помощью этой трубочки у нас переворачиваться. Ну, это можно сказать как такая ось.
ось для бункера. Затем здесь есть вот такой вот кронштейн для сервопривода. Это будет сервопривод, тоже в дальнейшем я буду все это дело показывать. Сервопривод, который будет отвечать за сброс бункера. Здесь как раз вот он под определенный размер. Я точно такой же сервопривод по этим размерам уже заказал. Затем здесь есть различные барашки, резиночки. Это все крепление для вот этой вот крышки. И также еще резиночки устанавливаются вот сюда. Вот сюда будет вставляться трубочка, на которой будет крепиться бункер. И сюда вот эти вот резиночки, прокладочки вставляются. Также здесь была вот такая емкость для аккумулятора. Она фиксируется вот здесь вот на днище. И сюда уже вставляется аккумулятор. Затем есть заглушка. Для чего заглушка? Дело в том, что этот корабль еще предусмотрен под эхолот. Здесь есть место для эхолота. Вот такое вот. И если мы эхолот не будем устанавливать, есть такая заглушка, чтобы сюда на какой-нибудь силикон эту заглушку вклеить. И у нас тут не было вот этой вот ямки. Возможно, она как-нибудь будет влиять на ход корабля, если здесь ничего не будет. Поэтому она вот так вот закрывается. Кстати, по поводу эхолота. Эхолот мы сюда, так же как и автопилот, эхолот мы ставить сюда не будем по одной причине. Дело в том, что у нас есть беспроводной эхолот, который мы привязываем к удилищу и забрасываем его удилищем. Этот эхолот мы сможем привязывать вот сюда вот сзади к кораблику и запускать, в принципе, чтобы не забрасывать эхолот удилищем, мы можем просто привязывать и с помощью кораблика уже мониторить просторы какого-нибудь водоема и изучать дно, ну и также наличие рыбы. Если бы у нас не было такого эхолота, мы бы просто сюда специально купили бы эхолот и, скорее всего, тоже бы его сюда поставили. Но поскольку у нас он уже есть, нам нет смысла еще тратить лишние деньги, покупать еще один эхолот специально для кораблика. Вот. Ну и также еще, это уже как бы не в комплекте, это тоже у этого же человека я заказывал, продается отдельно, там что-то стоит, по-моему, 300 гривен. Это защитка из нержавейки, защитка для винта. Она была такая вот просто ровная пластинка, так вот она продается. Это я уже ее согнул по форме, согнул специально по форме, вот так вот сюда она крепится. Чтобы понимать, какого диаметра винты мне заказывать. И также здесь еще перо руля прячется, которое отвечает за поворот кораблика. Мне тоже нужно было понимать, какой максимальной высоты я это перо могу заказать. И поэтому я уже заранее согнул. И теперь вот у меня есть ориентир. Есть ориентир, какой мне нужен винт и какая длина пера мне сюда подойдет. Вот так вот. Ну и сейчас покажу поближе и сразу расскажу, где и что будет располагаться. И сейчас мы быстро пробежимся по нашему кораблю. Я коротко покажу, что и где будет располагаться, чтобы вы просто имели представление, что я хочу от этого корабля и что вообще я планирую здесь сделать. Ну и, конечно же, в следующих сериях о каждом элементе буду рассказывать и показывать подробнее. Значит, вот такой вот у нас корпус, как я уже показывал. Он состоит из двух частей. Это верхняя часть и нижняя часть. Кстати, забыл сказать, что верхняя часть корпуса сделана из противоударного полистирола, а нижняя часть это противоударный АБС пластик. Данный корпус штамповался из пластика толщиной 3 миллиметра. Значит, начнем сверху. Значит, здесь у нас находится бункер. Он будет располагаться именно вот в этой нише, которая для него предусмотрена. Рядом с бункером находится люк. Это люк, как я уже сказал, для обслуживания корабля. Вот эта вот часть будет вырезаться аккуратненько. И здесь вот будут просверливаться отверстия
будут закручиваться барашки, чтобы эту крышку фиксировать. Ну и также здесь вот даже предусмотрена такая вот выемка. Это для того, чтобы сюда прикрепить ручку и можно было рукой вот так вот брать. То есть, допустим, там в одной руке у вас удилище, а в другой руке у вас кораблик. Вы поставили кораблик на воду и погнали завозить оснастку. В общем, когда здесь будет ручка, будет гораздо удобнее. Теперь, здесь, в принципе, все очень хорошо продумано. Есть вот такие вот выемки. Надеюсь, видно на камеру. Вот здесь вот две выемки. И здесь вот тоже такие же две выемки. Значит, я планирую вот в одну выемку на одной стороне установить кнопку включения. В другую вот эту выемку установить антенну. Кстати, антенна у меня уже есть. Вот она такая достаточно длинная. Она будет ставиться вот сюда. Ну или сюда, я еще точно не решил. В общем, с одной стороны кнопка, с другой стороны антенна. Теперь, значит, спереди у нас тоже есть вот тут вот такие вот по бокам две площадки. Здесь будут устанавливаться габаритные огни белого света. И здесь вот впереди на торце тоже есть место. Сюда я тоже поставлю габаритный огонь белого цвета. Ну а вот здесь, где большая площадка, тут уже будет становиться прожектор, который, ну, светодиодный прожектор, который будет давать такой более дальний луч. Это хорошо, если мы ловим, например, ночью, и нам нужно, например, кораблик подвести под какие-то камыши, и там аккуратно положить прикормку или оснастку. В этом случае нам понадобится прожектор, потому как чисто вот этих вот габаритов будет недостаточно. Здесь у нас сзади тоже есть вот такие вот выемки, места. Здесь будут тоже располагаться габаритные огни, только уже красного цвета. Ну, чтобы, когда кораблик плывет, чтобы вы его в темноте тоже всегда наблюдали, всегда видели, где он находится. Что еще? Ну, тут вот есть такая ложбинка. Сюда, здесь будет устанавливаться фиксатор для фиксации оснастки, чтобы наша оснастка, когда мы будем ее завозить, чтобы на ходу она не выскальзывала с нашего бункера, потому как бункер достаточно такой, ну, скажем, скользкий, и здесь такая вот пологий вот этот борт задний, для того, чтобы выгружалась вся прикормка и ничего не оставалось. И кормушка может просто отсюда выскакивать. Поэтому здесь будет фиксатор, чтобы эту кормушку зафиксировать. Но при сбросе бункера она будет освобождаться. Поэтому, ну, это я все покажу в дальнейшем. Поэтому здесь есть вот такое вот идеальное для этого место. И мы его тоже используем. В принципе, с верхней частью, наверное, все. Отложим ее в сторону, и вот у нас есть днище. Вот такое вот днище, как я уже сказал, это противоударный АБС пластик. Ну а в днище у нас уже будут устанавливаться такие более важные элементы корабля, такие как двигатель, руль, винт и прочие такие элементы, которые будут отвечать за ход и управление корабля. Значит, здесь у нас предусмотрено специальное место для того, чтобы зафиксировать вал. Ну, он вообще называется Deadwood. Это все я тоже в дальнейшем покажу. Вот здесь вот он будет фиксироваться. Тут нужно будет вот просверлить отверстие. И отсюда будет выходить наш вал с винтом. Тут даже есть углубление, чтобы можно было поставить винт большего диаметра, и он не касался, не бился об днище. Соответственно, здесь вот я уже вам показывал, где он тут. Защита для винта и руля. Вот сюда это все дело будет вкручиваться. Тоже специальные ложбинки предусмотрены для этого. Ну и здесь я уже показывал, есть место для эхолота. Мы его закроем, временно закроем заглушкой. Если вдруг решим когда-нибудь в будущем поставить сюда эхолот, мы заглушку просто демонтируем и сюда уже вставим датчик эхолота. Ну и в принципе все. Тут на
на бортах будет располагаться вся электроника, отсек для батареи. Батарею будем ставить ближе к носу, потому как большая нагрузка будет идти на заднюю часть. Тут и двигатель, и руль, и сервоприводы, и бункер, тем более бункер будет груженный, например, да, чтобы у нас аккумулятор, вес аккумулятора выравнивал, чтобы мы не бросили всю нагрузку на заднюю часть корабля. Мы сюда поставим аккумулятор, он достаточно нормально весит, и у нас, чтобы хоть какой-то был баланс. Вот, в принципе, и все. Вот такие вот планы. Я думаю, будет достаточно много серий, потому как я хочу показать все подробно, чтобы каждый, кто захочет сделать себе рыболовный кораблик, мог без проблем это осуществить на примере наших видео. И вот еще чуть не забыл, такой вот важный момент, как подставка. Кто будет собирать кораблик самостоятельно, начните сборку именно с изготовления такой подставки. Она вам понадобится не только для транспортировки корабля на рыбалку, не только во время самой рыбалки, чтобы корабль ставить не на землю, а на подставку. Эта подставка вам еще пригодится для самой сборки, потому как у корабля, сами понимаете, какая форма дна. Плюс, когда мы поставим защитку и поставим винт, он будет выпирать, соответственно. Все это дело будет вот так вот по столу болтаться, ездить. Можно, во-первых, это неудобно, во-вторых, можно поцарапать, повредить. Поэтому лучше всего сборку начать, как я уже сказал, именно с изготовления подставки. В данном случае я сделал подставку из полипропиленовых труб. Это самые дешевые трубы, которые паяются. Мне понадобилось где-то 1,5 метра трубы и 8 вот таких вот уголков под 90 градусов. Ну и также я сюда еще поодевал изоляцию для сантехнических труб, чтобы кораблик стоял более мягко, чтобы не царапался во время транспортировки и не скользил по этим трубам. Вот так вот. Делается очень просто, очень быстро, и она вообще ничего не весит, то есть веса почти никакого не имеет. Поставили себе вот так вот и можете спокойно собирать, делать тут все, что угодно. Надо перевернуть, это можно вот так даже поставить. То есть во время сборки эта подставка просто необходима. Вот такая вот у нас получилась первая серия. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, чтобы не пропускать наши следующие видео. Ставьте лайки, кому понравилась такая вот идея с изготовлением кораблика своими руками. И скажу так, я себе в принципе уже запланировал, есть у меня план по следующим сериям, где и что, как я буду делать и что, как буду собирать. Но вы обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы. Возможно, если я что-то забыл, то вы просто задавайте вопросы, если что-то непонятно. И я буду не просто отвечать в комментарии. Ну, если, конечно, если какой-то такой там вопрос на одно слово, то я, конечно, отвечу в комментарии. Если это какой-то более глобальный вопрос, я просто еще в свои вот эти вот, то, что я запланировал, я добавлю еще какие-то дополнительные серии на основе ваших вопросов. Ну и тем самым на эти вопросы буду отвечать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!